Здравствуйте, наши уважаемые зрители! Мы попробуем немного поразмышлять на тему «А что, если Луна имеет искусственное происхождение?». Да, многие любители конспирологии воскликнут. Но наконец-то! Чего не скажешь о смотрящих нас астрономах-любителях. Однако зато мы и любим науку, что она позволяет проверять выдвинутые предположения, тем самым или подтверждать их, или опровергать. Так что надевайте ваши скафандры и вперед на исследование Луны. Существует несколько теорий об образовании Луны, но наиболее принятой является гипотеза столкновения. Согласно этой гипотезе, в ранней истории Солнечной системы протопланета размером с Марс столкнулась с Землей. Этой планетой в Солнечной системе могла быть некая Тея. По разным предположениям, однажды Тея врезалась в Землю, в результате чего легкие материалы выплеснулись в космос и образовали Луну, а также пояс астероидов. Эта гипотеза в определенном смысле подтверждается наблюдениями. Химический состав Луны практически идентичен составу Земли, что указывает на общее происхождение. Кроме того, Луна находится на относительно близкой орбите вокруг Земли, что свидетельствует о том, что она была сформирована вблизи Земли. Хотя гипотеза столкновения наиболее широко принимается, она все еще подвергается научным исследованиям и дебатам. Происхождение Луны давно не дает покоя ученым. Еще в 60-х годах прошлого века советские исследователи Михаил Васин и Александр Щербаков выдвинули гипотезу о том, что Луна слишком велика для планетарного спутника. Ее размер составляет примерно треть от размера Земли. Спутники других планет гораздо меньше своих хозяев. Также есть еще некоторые интересные особенности. Только мы можем увидеть полное солнечное затмение. Земля, Луна и Солнце расположены на таком расстоянии друг от друга, что время от времени Луна полностью закрывает Солнце. Если бы Луна была ближе или дальше, мы бы не увидели такой красоты. Трудно избавиться от мысли, что все это создано специально. Но кто и зачем это создал? Откуда взялась такая точность? Орбиты Земли, Луны и Солнца выстроены изящно, словно космическим инженером. Если бы наша планета двигалась чуть дальше или ближе к Солнцу, мы бы никогда не увидели таких прекрасных небесных явлений. Не говоря уже о том, что именно Луна регулирует отливы и приливы на нашей планете и оказывает прямое воздействие на жизненные циклы всех существ на Земле, включая людей. Анализ грунта, добытого на Луне луноходами, показал, что он как бы намагничен, хотя собственного магнитного поля у Луны нет. А самое интересное предположение, что Луна старше не только Земли, но и самого Солнца, и есть версия, что Луна появилась на нашем небе не так давно. Вот что пишут некоторые конспирологи на эту тему. Достаточно проанализировать легенды и мифы разных народов, населявших Землю в прошлом, чтобы увидеть, что в них есть времена, когда на небе не было Луны, а затем появилось сразу две, но одна осталась, а вторая улетела. Лунные кратеры имеют почти одинаковую глубину, а это значит, что упавшие на поверхность метеориты натолкнулись на какое-то препятствие, скорее всего, металлическую оболочку. В лунной поверхности много титана, из которого на Земле делают корпуса подводных лодок. Это говорит о том, что Луна имеет очень твердую оболочку. А когда была определена плотность Луны, оказалось, что она очень мала, гораздо меньше, чем у Земли. И снова можно прийти к выводу, что Луна внутри пуста. То, что в недрах нашего спутника скрываются огромные массы металла, подтвердили множество экспериментов. Все это позволило ученым предположить, что наш спутник является заброшенным космическим кораблем или заброшенной пересадочной станцией инопланетных цивилизаций. Хотя существует и еще одна версия. Этот корабль очень древний, но он работоспособен и продолжает выполнять свое предназначение. В 1969 году на Луне потерпел крушение пилотируемый спутник НАСА. Удивительно, но спутник Земли в течение часа вибрировал, звенел, словно колокол, и испускал сейсмоактивность. Тогда-то впервые ученые и задумались, из-за чего подобное могло произойти. По всем расчетам получалось, что ответ может быть один. Если Луна
бесполая внутри. Но естественные космические тела не могут иметь столь грандиозные пустоты. Либо в расчетах были допущены ошибки, либо спутник Земли создан искусственно. В течение последующих 3 лет ведущие исследователи американского агентства пытались найти ошибку в изначальных оценках произошедшего. Не обнаружив никаких изъянов, единственной рабочей теорией стало искусственное происхождение Луны. Доставленный на Землю лунный грунт был изучен в 6 лабораториях. Удивительным для ученых стал состав породы земного спутника. Он содержал в себе титан и аналогичные по характеристикам минералы, что делает поверхность невероятно прочной. Кроме этого, крип породы, содержащийся в лунном грунте, отличается повышенной концентрацией так называемых несовместимых элементов, которые накапливаются в жидкой фазе во время кристаллизации магмы, и элементов, выделяющих тепло, в частности радиоактивного урана, тория и радиоактивного изотопа калия-40. Все это позволило укрепить позиции гипотезы об искусственном происхождении Луны. Помимо этого, теперь уже точно получалось, что земной спутник обязан быть полым внутри. Под твердой поверхностью должны находиться огромные полости или вовсе сплошные пустоты. В противном случае вибрации при сравнительно слабом крушении спутника НАСА не были бы столь продолжительными и мощными. Астрономы из СССР и Франции, заинтересовавшиеся происхождением Луны, выдвинули гипотезу, что это не просто искусственный спутник, а огромная установка неизвестной цивилизации. При естественном образовании спутник Земли должен был иметь массу и радиус гораздо меньше, нежели у Луны. Подобные расчеты в 2002 году опубликовали на сайте НАСА. Там согласились с выдвинутыми на 20 лет ранее предположениями о том, что Луна является исключением из правил. Как же быть с хрупким реголитом? Ведь нам последние десятилетия часто сообщают о чрезвычайно легком и непрочном материале. На самом деле есть гипотеза, что это осевшая космическая пыль, а настоящая почва Луны – неимоверно прочный сплав из титана и минералов. Сотни тысяч лет назад земной спутник был идеально ровным шариком, который за тысячелетия превратился в испещренное кратерами космическое тело. Кстати, кратеры. Они тоже вполне подчеркивают данное предположение. Их диаметр разнообразен – от нескольких метров до нескольких километров. И все они имеют примерно одну глубину. Как такое возможно? Ведь чем крупнее метеорит, тем шире и глубже должен быть кратер. Все это правило работает лишь отчасти. Только те метеориты, которые оставили астроблемы, в диаметре больше километра. То есть удар по Луне наносился колоссальный. Но даже в этом случае глубина кратера достигает всего 8 километров. При диаметре в 2200 километров. Это лишний раз подтверждает тот факт, что почва на Луне невероятно прочная. Именно благодаря этому земной спутник не разорвало на куски при падении столь крупного космического тела. Исследования в 2009 году, проделанные американскими учеными, позволили выяснить, что лунная поверхность состоит из 2 слоев веществ. Менее прочный, наружный, около 6 километров, на полюсах составляет всего 1,2 километра, и более прочный, около 25 километров, получивший название «темная броня». В природе тоже вещества могут вступать в диффузию. В таком случае создается некий переходной слой, когда 2 вещества, вступая в реакцию, смешиваются. На Луне такого не наблюдается. Там словно 2 обертки у конфеты. Строго заканчивается первый слой и начинается второй. Шарик внутри шарика. Увы, современные технологии не позволяют выяснить, что располагается за темной броней. Так что пока шапочки из фольги можно отложить на полку. А тем временем кто-то прилепил к своей шапочке антенки. Французские ученые объединили известные данные и компьютерное моделирование, чтобы установить, что же находится под поверхностью Луны. Чтобы узнать о структуре Луны, как и Земли и других небесных тел, астрономам приходится полагаться на данные сейсмической активности. То, как акустические волны, создаваемые при колебаниях поверхности, проходят и отражаются от материала внутри планеты или Луны, помогает ученым создавать подробную карту внутренней части объекта. Но в случае с Луной есть проблема. Благодаря Аполлонам
У нас есть данные сейсмической активности, но разрешение слишком низкое, чтобы точно определить состав внутреннего ядра Луны. Мы предполагаем, что его окружает жидкое внешнее ядро, а внутри находится железное твердое ядро. Но до сих пор не могли этого доказать. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature, астрономы из Французского национального центра научных исследований взяли за основу известные факты, чтобы составить профиль известных характеристик Луны. К ним относятся степень ее деформации в результате гравитационного взаимодействия с Землей, вариативность расстояния от Земли и плотность. Далее они провели моделирование с разными материалами ядра, чтобы найти модель, которая подойдет под данные наблюдений. И они обнаружили, что лунное ядро должно быть очень похожим на земное, с внешним слоем жидкости и твердым внутренним ядром. Согласно моделированию, внешнее ядро имеет радиус около 362 километров, а внутреннее — около 258 километров. Это около 15% всего радиуса Луны. Внутреннее ядро, как обнаружила команда, также имеет плотность около 7822 килограммов на метр кубический. Это очень близко к плотности железа. Таким образом, ученым удалось подтвердить более ранние гипотезы о лунном ядре, похожем на земное. И дальнейшее изучение спутника поможет узнать больше о его истории и о том, как исчезают магнитные поля. Мы знаем, что вскоре после образования у Луны было мощное магнитное поле, которое начало ослабевать около 3,2 миллиардов лет назад. Такое магнитное поле создается движением и конвекцией в ядре, поэтому то, из чего состоит лунное ядро, имеет прямое отношение к тому, как и почему исчезло магнитное поле. Учитывая надежду человечества вернуться на Луну в относительно короткие сроки, возможно, нам придется долго ждать сейсмического подтверждения этих открытий. А пока представители разных стран спорят о порядке освоения ближайших планет Солнечной системы, в интернете продаются сертификаты на участки на Луне. Такие покупки не назовешь распространенными, но они пользуются спросом. Эксперты продолжают спорить о том, насколько юридически состоятельны подобные частные сделки с недвижимостью на других планетах и их спутниках. Космическое пространство, включая Луну и другие небесные тела, не подлежат национальному присвоению ни путем провозглашения на них суверенитета, ни путем использования или оккупации, ни любыми другими средствами, гласит вторая статья Договора о космосе, заключенного СССР, США и Великобританией в 1967 году и с тех пор подписанного более чем сотней стран мира. Но даже если признать, что частные лица и компании могут владеть участками на Луне, остается вопрос о том, кто и по какому праву может распоряжаться такой собственностью. В общей сложности, согласно утверждениям самой Lunar Embassy, участки на Луне через нее купили более 6 миллионов человек. Как писала The New York Times в 2013 году, компания к этому моменту заработала около 11 миллионов долларов. Более актуальных данных нет, но, скорее всего, эта сумма увеличилась не слишком значительно, так как мода на подобные покупки пока что прошла. На сайте Lunar Embassy указаны такие цены. Участок на Луне можно купить от $25 за примерно 40 соток до $500. И, как говорится, нет дыма без огня. После сравнения данных, полученных с помощью Mini-RF, с картами оксидов металлов, сделанными с помощью широкоугольной камеры LRO, они подтвердили, что более крупные кратеры с более высокими диэлектрическими свойствами напрямую связаны с концентрацией этих металлических минералов. В то время как первые несколько сотен метров ниже серебристой поверхности Луны могут быть лишены каких-либо драгоценных металлов, чем глубже вы идете, тем больше драгоценных металлов. Эти открытия подкрепляют миссию НАСА, лаборатория восстановления гравитации и внутренних дел, которая обнаружила массу металлов в 5 раз больше, чем большой остров Гавайи под бассейном Южного полюса Эйткен. Ноа Петро, ученый из проекта LRO в Центре космических полетов имени Годдарда, НАСА, говорит, что данные Mini-RF бесценны. Он не только продолжает предоставлять данные, что может скрываться на поверхности Луны и под ней,
но также проливает свет на то, как она образовалась и какова может быть ее истинная небесная связь с Землей. Гонка за тем, чтобы привлечь богатых клиентов в космос, продолжается. Но гонка за добычей полезных ископаемых на Луне только начинается.